Вау! А что тут у вас произошло, позвольте спросить? Здорово. А! Чё все такие злые-то сразу? Приветствую всех людей и миров, с вами Сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь в Лан-Аритане. Провинция Morrowind, значит, что это у нас? Восток континента. Я где-то близ Басморы. Но мне стало интересно, что это за такая небольшая эндорильская деревенька. Кстати, даже вот смотрите, деревни, по сути, сделаны вот в таком вот... Это, наверное, плантация на самом деле. Расскажи, что тут чего вообще? Похоже, не расскажет. Тут очень общий у него. Реплики. Ну да, это, наверное, плантация. Типа. А может быть, это храмик? Ну, сейчас выясним. Ну, чей-то дом. Не, ну они, видите, выглядят все равно как... Фермер говорит. Да, видите, это деревни, но они вот в таком прекрасном эндорильском стиле выполнены все равно. Вот какой регион Моровинда процветает больше всего, да? Ну, конечно, близ Альмалексии, что бы вам не процветать. И тут что-то про благословенную Альмалексию как раз. Ну, рад за вас, рад. Хоть кто-то в этой провинции живет хорошо и в удовольствие. А это тоже дом. Ну и фермеры говорят. Вот это книжище тут. Просто половину кровати занимает, да? Спасибо. Так, ну и теперь, наверное, можно отправляться дальше, в Басмору. Мне, конечно, интересно, куда вот эта дорога ведет еще. Но она ведет на запад, откуда я пришел. Знаете, мне интересно, наверное, вот эта вот часть закончена, да? Земель. В принципе, и вот этот кусочек тоже должен быть. Вот тут Альмалексия ни черта. Вот. Ну и вот это все. Это все у нас еще подлежит изучению. А, да, я вспомнил, там мост у них есть ведь. Так, а как легитимно до этого моста добраться? Наверное, здесь можно как раз. Да, вечеряет. Вечеряет. Первое восхода солнца. Вечер. Прекрасно. А вот это, наверное, особняк, да? Управленцев. Ну, типа тоже дом просто. А вот хозяйка. Хм. Ладно. Бывайте. Я просто пойду дальше. Да, интересно, тут расположены всякие построечки. Так. Там домик, тут домик. А эти ребята, наверное, могут меня довести даже куда-то. Это что там у нас? Ой, я упал. Неплохой день, чтобы поплавать на речке, не правда, путешественник? Кого-то конкретного ищешь здесь у нас? Есть несколько людей, которые живут в этой зоне, в сельской местности. Наиболее важный из них — советник Мэрис Деневен, чей особняк находится на юге. А богатая семья Телатеран обладает особняком
в этой местности. И также есть алхимик в отставке по имени Ранис Артин, который живет, ну, вроде с ним или с ней я уже виделся. Да, ее поместье располагается на реке, немного на юг отсюда, или нет? Боюсь, что я ее ледейство никогда лично не встречал. Но я слышал, что она не очень любит этих самых, как их вас называют, посетителей. Так, меня зовут Галам Телас, я местный. Живу на этой реке. И в своей лодке я перевожу урожай, который вырос на фермах около Альмалексии. Ну, в общем-то, это неплохой такой расслабляющий способ вести жизнь. Простите за мою косноязычность. Чего слышно-то тут у вас? Ничего, понятно. Ну, спасибо. Хоть ты мне что-то интересное рассказал первый. Лучше поговори с моим мужем. Он лучше общается, чем я. Да ладно, чё ты, давай, рассказывай все мне. Вот видишь, а говоришь тут. Ладно, у тебя реплик, да, конечно, меньше, чем у твоего мужа. Спасибо, до свидания. Видишь, говорит, муж мой лучший конверсационалист, чем я. Слезка туда. Ну, слезку еще вроде не сделали. Альмалексия. Чё? Талатеран Квайрич. Колчан. Дрейним, Некром. Басмора. Блин, знаете, мне интересно и туда сходить. Знаете, давайте я вот здесь поброжу. Тут тоже земли-то наверняка готовые уже. И мне все-таки интересно сходить в направлении вот этого тир. Слезы. Может, вдруг тут что-то они все-таки уже готовы, а? Не? А что это такое? Вау! А что тут у вас произошло, позвольте спросить? Здорово. А! Чё все такие злые-то сразу? Мертвый бандит валяется с ложкой в кармане. О, я нашел ночлег себе внезапно. Слушай, да и неплохой даже ночлег-то, похоже. А? Но надо, конечно, сначала пообследовать. Божечки. Трупов-то столько. Что у вас столько трупов? О, кольцо медузы. Такой мрачный проход, просто в никуда ведущий. О, корень хамума сюда. И тут можно на ночлег завалиться. О-о! 1000 маршмеллоуов. У меня их и так много довольно. Куда ж без лунного сахара, да? 1000 хитиновых стрел. Во, я нашел самую уютную лежанку себе. О, скребятина вяленая. Отлично, поужинаем.
Как давно тут крабовое мясо лежит и остальное, я не знаю, рисковать не буду. А вот вяленая скребятина, это манна манна небесная. Интересные штуки. Вампирская прах, смотрите. Вау. Еще скребятина. Ай, застрял. О, еще драгоценности. Прекрасно. Камней душ я достаточно уже нахватался, не буду больше. А, теперь спуск в никуда. Ничего себе лесенка. Ха. Ноги сломаешь. Да, ничего, тут поместится, конечно. Так, ловить мне некуда тебя, да, уже? Так что просто умри. Да, эктоплазму сюда свою. Пригодится. Вот что бывает, когда хоронишь предков в своем доме. У себя в подвале. Никогда так не делайте, друзья. Не делайте, как эти данмеры. Чё, ничего не спрятали сюда даже? Зря, что ли, тут ковырялся, проковыривал свой путь. Ну... Эта семья явно любила вот этого своего предка. Да. О! Не стреляй! Вот это встреча, да? Вообще тьма. Дайте, пожалуйста, мне свет азуры еще. У меня нет маны уже. А у меня нет маны. Значит, что? Значит, пора варить зелье. Пора уже эти вот добить ингредиенты из чернотопья. Во, так-то лучше. Красивые колонны сломанные. Как-то они тут не к месту, да? Типа, вот колонна и вот колонна. Такие народные какие-то объекты они здесь выглядят. Наверное, их тут не должно быть. Может, это все из-за них? Мамочки. Что? Вот что бывает, когда копаешь слишком глубокий подвал, друзья. Не делайте так. Черт! Отстань, отвянь! Вот, хороший камень душ пригодится. Я почему-то вспомнил руины Даны Кафел близ Закаморы сейчас. И как я там бегал от всех этих мертвецов. Сейчас бы я вернулся и надавал им всем костылей. Накостылял, то есть. Так. А, надо вот этот еще доюзать. Что там, я уж ложку-то свою начал. Ну, кстати, вилка кончилась.
О, 260 монет, неплохо. Так, что-то заплутал чутка. Ладно, давайте спускаться в бездну. Обожаю. Ай, ай. Что-то как-то мрачновато стало. Ну, тут мне делать нечего, кроме как со всем своим гиром сейчас. В принципе, его можно выложить здесь. Да, давайте, сейчас я даже это при вас сделаю. Я, в общем-то, уже приноровился это делать быстро. Вот, значит, так. Ладно, неважно. Вот, значит, это я фактически выкладываю. Кстати, в рубашке я так ничего выгляжу в этой, да? Слушай, да, она мне идет прям. Это Фентус мне подарил. Так, оставляю я себе... Да что, уйди ты. Кольцо левит... Сколько этих колец взглядов медузы, это вообще... Так, ну да, значит... Я беру с собой отмычку мастера. И ложку. Зелье из хамума. Призыв Деодрота. Из оружия клинок Мараэлина. Копье, вот это вот. О, замечательно. Я забыл, откуда я пришел. Вроде бы оттуда. Вот это что у нас за архитектура? Ладно, скорее всего, да, мирская есть. Вот это вот. Вау! Вы гляньте только. У меня опять флешбеки из Аймры. Но здесь я ничего не вижу, тем не менее. Просто глубокий какой-то грот. И ничего на дне. Ну, короче, вы поняли, да, мораль? Такие глубокие подвалы не нужны. Опа. Я, пожалуй, гир свой соберу сейчас. Сюда. Знаете, как будто подкоп сделали к нему в дом. Какая трагедия. Неплохо. Всякие дешевенькие тут
Амулетики. Чем я хочу тебя? Какое? А еще и болотный брат мой. Сделал вид, что сдается, да, видали? Скума, сюда. То есть ты здесь просто жил? Я думал, тут из какой-то пещеры подкоп. Ну и ну. Жил тут, значит. Всякий хлам скапливал. А ведь мог не нападать. Больно мне нужно было с ним драться, как будто. А, не могу попасть. Не, ну я ничего не понимаю. Что здесь произошло? Останется для меня загадкой. Не, ну можно поразмышлять, конечно. То есть, ну, тут, похоже, были какие-то естественные пещеры под особняком. Хозяева слишком глубокий подвал прорыли. Либо на них натолкнулись, либо просто оно все обвалилось. Вот, но я при этом не думаю, что там кто-то жил. Скорее всего, этот органянин нашел убежище там уже после вот всех ужасов, которые здесь произошли, непонятно какие, кстати. Почему все так плохо, печально. А, уже утро, кстати. Пока тут лажу, уже утро наступило. Возможно, этот органянин был слугой у них. Вполне вероятно. Довела пацарана еще, да? Один навык повысить. А, надо как-то силу пробафать. О. Откуда ты взялся? Ух. Проклятые призраки. Вот, наверное, эти бандиты просто напали на особняк в открытую. Поубивали всех владельцев, сами померли. А, подожди, ночь на дворе. Надо ночевать тогда. Вот, а этот органянин спасся через подвал. И там себе нычку организовал. Чё он на меня напал? Наверное, подумал, что я тоже бандит. Ну ладно, сам виноват, сам дурак. Так, я иду в слезу. Ага, вот здесь мост есть даже. Ну, слеза, скорее всего, не готова совершенно еще. Я точно не помню, но... выглядит она пустынно. То есть вот вся территория по этот берег, она... должна быть не готова еще. Или готова, здрасте. Стражник им дарил, да?
Ну, тем не менее, у него нет каких-то реплик по поводу этой местности. Но с другой стороны, тут есть жители. Ты смущаешь меня, спрашивая, Холмс. Ну, я всего лишь племянница советника Мериса Деневена. А, так слушай. Мне про него говорили. Да, и вот он живет на юге. То есть я пришел на юг. Все сходится. То есть, похоже, тут все готово. В смысле, земли тут сделаны уже. Что ли? Рассказывай, что тут происходит у вас. Ничего? Очень жаль. Ну, я не исключаю, что тут может быть частично заполнено контентом местность. О, тут даже в ящиках что-то есть. Ну, давайте, раз уж я пришел, еще тут подостаю народ. Здорово. Do you want something from me? Не видишь, я занят подрезанием деревьев. Я Денгас, садовник. Как может быть Босмер садовником, спросишь ты? Ну, мы лесные эльфы. Как все фанатики Зеленого Пакта нас считают. Моя семья... бросила выращивание вот это вот деревьев поколениями назад. Как и многие другие. Например, я рад, что не съел ни одного трупа в своей жизни. А, это ваши приколы, да, босмеры, каннибалы. Помню, как-то я неудачно пошутил на вечеринке. Подожди. Тут не деревья, а что-то три на поколение назад. Ну короче, это нетипичный лесной эльф, говорит, брось свои все предрассудки по поводу нас, я красавчик, ладно, молодец. Мерис Деневен. Между нами, я думаю, что старая дамочка сумасшедшая. Возможно, из-за всей этой трибунальской мумбы-юмбы. Похоже, религиозный фундаментализм отравляет не безотносительно, в какой провинции ты находишься. Нифига ты. Ничего себе. А вот это выглядит странно. Такие ворота в никуда. Как будто в елки пасутся, конечно, прекрасно, но... Действительно выглядит недоделанным все немножко. Ну, раз уж я пришел, я так просто не уйду. Здорово. Speak, traveler. Я посланник из дома Индарил, совета, точнее их. Я доставил письмо Мерис Деневен. И это уже намного больше, чем ты заслуживаешь, чтобы узнать от меня чужеств. Да ладно, давай рассказывай. Они любят посетителей, даже тех, кто по официальным делам домов. А как вылечиться от скумы? Да и пошел ты все тогда. Они любят посетителей, а я все равно посещу. Здрасте. Есть кто? Какие, смотрите. Кстати, даже лежат корректно. Блин. Изумруды опять парят.
Что тут у вас происходит? Ну, для меня честь служить ее семье. Мы ее племянник. Ой, они с ее племянниками очень хорошие меры. Ее племянница Далмеса очень добросердечна. Ну да, я видел. Я знаю, что там такое бегает. Вот это душ! И такое орошение постоянное для цветочков. Прекрасно. О, племяш. Мы с сестрой живем здесь с тех пор, с нашей тетей, с тех пор, как мы дети. С тех пор, как мы дети, поняли? Когда, в то время как мы оба ее очень глубоко уважаем, я также признаю, что... Ну, я, короче, признаю вот этих вот товарищей, великого наследника Нерила Севура и советника Эндарила Ильви. Но моя тетя с ними не в ладах частенько. Ну да, тетя, что у тебя? Отрицает все, что не попадает под доктрины храма. Трансгрессии между интересами дома Хлалу. Понятно, например. Ну, вот отстань все. Западное крыло. Прости, я пришел. Выглядит как кухня. Я тут слуга чужестранец. Я тут выпекаю, прибираюсь. И... прежде чем наняли этого грязного маленького Босмера Денгаса, а также еще и отвечала за сад. Ну, печально, что сказать. А что с Мэрис-то? Мне нравится работать на нее. Мы обе любим, когда все спокойно и правильно. Ее племянница и племянник отличные молодые люди. Хотя Далмеса всегда была очень такой застенчивой, вот, и наивной. Ну, знаете, она произвела на меня куда более приятное впечатление, чем большинство из ваших соплеменников. Ой. Всего лишь одной фразой. Очень нетипичной для Данмера. Не, ну у вас тут правда странное очень какое-то все. Это точно слеза или что это? Это, наверное, не слеза, это... просто их особняк тут особняком стоит такой. Ну, я ж до тебя доберусь. Ты где-то здесь, я знаю. Блин, нет ее тут. Ладно, это восточное крыло, тут кухня плюс... кухня плюс складские помещения. А, я заблудился. Все, нашелся. А вот здесь я найду хозяйку, по-любому. Вот интересно. Обычно ведь люди любят собственные комнаты, чем втроем спать в одной. Это, видимо, какая-то данмерская особенность менталитета. Все-таки камни душ — это одно из самых вообще прекрасных, что есть в свитках.
Скажите-ка, как они выглядят прелестно. Speak, traveler. Так, ну ты, наверное, не из простых меров. Я поэтому амулетик надену. Я не привыкла развлекать посетителей в моем особняке, Холмс. Пожалуйста, будь быстрым. Я и так быстрый, у меня скорость на 100 прокачана. Или около того. Прошу прощения, но я не в настроении болтать по поводу моей предыстории с каждым чужестранцем, кто входит в мой дом. А скажи-ка, дом Эндарил, псы. Ой, прости, ты член дом Эндарил. Не, дом Хлалу, псы. А чё ты такая-то, ну? Не уважаю действия дома Челвани. Но они меня персонально никогда не беспокоили. Мне кажется, ты что-то все равно мне хочешь сказать, но стесняешься. Не, все равно не хочешь. Ну ладно, давай я тогда твои книги посмотрю. Ты уж прости за мою прямолинейность. А что, святой мир? Что-то там для восточных читателей от храма. Битва за Молок-Беран. Традиционная данмирская баллада. Вот, ну, как-нибудь, я надеюсь, до нее доберусь. Дом забот. Про святого Ремона. Вот это бы тоже почитать. Интересно. Вот, наверное, как-нибудь потом все-таки. Мне бы действительно какую-нибудь еще книжечку озвучить, но пока времени у меня мало очень. Скажу вам честно, друзья. В общем, ладно, квестов я тут не получил, как рассчитывал. Что за лабиринты, черт возьми. Валить надо отсюда. То есть это реально была слеза? На карте не отметилось почему-то. Тоже красивенько. Я вообще рассчитывал, что это будет чем-то большим, это поселение. Вот, ну теперь, пожалуй, я двинусь вот туда. Вот мне интересно, что такое за Талатеран Куэри. Тут может быть, в принципе, местности недоделана еще. Так, а это куда дорога ведет? Ладно, потом узнаем. Сначала сюда. Чуть восточнее. Тут тоже такой саундтрек, которого я не слышал еще ни разу. Ну, так я приду в Альмалексию, понятно. Какая-то яма. Квари, надсмотрщик. Яма Квари. Что за Квари?
А чё это вы там столпились все? Голди. Золотце. А вы тут вообще, я смотрю, без комплексов. Знаете, у меня ощущение, что здесь не должно быть этой скалы. когда они на нее и залазят. О! Вот это тут деньжат у вас. Эбонит. А что это вы такие? Ну-ка рассказывай, что происходит. А у нас не так уж часто бывают посетители в Талатеран Кварри, Холмс. Ты потерялся на пути в Альмалексию? Это дыра в земле, моя ответственность. Администрирую его повседневные дела. Это очень все тривиально. Чтобы кого-то беспокоить, кроме семьи Телатеран. Это что у вас за имя такое? Фалас Андрана управляет работниками, поэтому я предлагаю тебе задавать ему все вопросы. Меня нельзя беспокоить сейчас. Да что, да, я тебя потревожу. Так, я законник дома Андарилы, берущий заботу здесь. Давай рассказывай, что происходит. Мы находимся в регионе Альтаритан, рядом с великим лесом Ланаритан. Ну да. Это маленькие... Небольшие поселения Энамор-Дейн и Басмора на восток отсюда. И город Альмалексия на запад. В более близкой зоне. Так, у нас есть несколько резиденций, такие как особняк советницы Мэрис. Да, видал я ее. Так, через реку на юго-восток. Также отмечу близлежащие руины Саландус. До них самый короткий путь на север через проход Кверри. Кверри это рудник же вроде, да? Или этот... Не рудник, а как его? В земле такая большая дыра. Ну реально, да, он же так и говорит. Карьер, вот. Карьер. Экономическая активность здесь базируется полностью на раскопках золота. Прибыли... Ну, на прибыль мы скупаем припасы из Альмалексии, платим работников и обогащаемся сами. Понятно. А услуги тут? А ты таких не найдешь, боюсь. Попробуй в Басморе поискать или иди на запад в Альмалексию. Там ты уж точно найдешь что-то. Так, стой, стой, не лезь туда. Зачем ты ходишь по скалам? Бестолковый. Не очень-то много тут о чем поговорить на самом деле. Кроме вот этой платформы надзирания, это просто большой каменистый яма. Большой яма, да. Там, где раскапывают золото на открытом воздухе. Это все место принадлежит советнику Ревери Талатеран из дома Андарил. Хотя она не очень-то вовлечена в его повседневные дела этого карьера. А ты тоже ученый, да, похоже? Шулай Вандалас к твоим услугам. Я скромный священник из Альмалексии, путешествующий по вот этой вот сельской местности. Предоставляю услуги храма тем, кто их желает. В данный момент я утоляю духовные нужды шахтеров. Ага. Понятно. Это я все слышал.
Стой. Stay out of trouble and you'll have none from me. Если тебе это нужно знать, меня зовут Джилона Мэро. Я торговец, и сделки мои заключаются в продаже и покупке сырых материалов, таких как золото из карьера. Я прибыла в Моровинд в надежде испытать свою удачу в торговле эбонитом или стеклом, но до сих пор мне приходилось торговать более повседневными металлами, которые могла предложить эта провинция. Понятно. Тут все. Мы уже слышали. Так, торговец. Фалас, Андрана и Галор Фарана. Здесь всем заправляют, кроме них. Никого важного здесь нет. Ну, ничего, интересно, богатенько тут у вас, конечно. Вот, друзья, давайте на этом закончим. Еще поисследую этот регион в следующих эпизодах. Ну, что я могу сказать? За последние 3 эпизода мало что случилось, действительно. Но что поделать, если вот так оно все действительно. Вот оно. Вот это уже поинтересней выглядит. Ну да, оно так и есть. Тут контента меньше. Это более ранние релизы Tamriel Rebuild. Но, тем не менее, я считаю, тоже достойное изучения. Вот. Еще раз вам спасибо за внимание. Лайки, подписки. С вами был Сэр Холмс. Morrowind Tamriel Rebuild. Пока-пока.